Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch, канал только о смарт-часах компании. В современном мире пользователи покупают свои смартфоны не только с точки зрения предпочтения их характеристик, форм-фактора или новых технологий, но и с перспективой на будущие аксессуары. Типа вроде наушников или часов. Их влияние сейчас настолько велико, что некоторые отдали предпочтение смартфонам Samsung только потому, что AirPods, наушники Apple, им не подходят по размеру и выпадают из ушей. Уверен, с часами дело обстоит так же. По крайней мере, лично у меня и еще у нескольких человек, которых я знаю. Кроме того, сравнение топовых носимых устройств между собой наблюдательно еще и с технической точки зрения. Многим интересно, как та или иная компания подходит к вопросу о внедрении новых фишек в свои устройства. В умных часах сейчас полно разных датчиков, позволяющих следить за своим здоровьем. И понятно, что каждая компания имеет свои уникальные технологии контроля за самым ценным. А это наше с вами, дорогие друзья, здоровье. Компания Samsung представила нам две линейки часов: Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic. В этом году Samsung отказались от идеи продвижения моделей Active. Новые устройства являются лишь продолжением предыдущих Galaxy Active 2 и Galaxy Watch 3 соответственно. Из прошлых названий становится понятно, что новые Galaxy Watch 4 больше подойдут для тех, кто предпочитает активный образ жизни. Классическая версия же умных часов от Samsung имеет более строгий дизайн и ориентирована на деловой стиль одежды. У меня сейчас не особо деловой, но тем не менее часики просто блеск. Galaxy Watch 4 выпускается в двух разных сетках на 40 и 44 мм, в то время как более строгий вариант от Samsung предлагает 42 и 46 мм. У меня 46 мм. Я заметил, что большинство пользователей в интернете предлагают, не глядя, брать себе большую версию часов. Дескать, дисплей маленьких часов плохо видно и он не справится с задачами. Лично я такую политику не поддерживаю. Поэтому рекомендую перейти в магазин. Сейчас они есть спокойненько. И просто сравнить все интересующие вас модели. Так как меня частенько спрашивают, что вы посоветуете и так далее и тому подобное. Во-первых, я не знаю ни радиус, какой у вас там размер вашего запястья и так далее и тому подобное. И вообще, что вам нравится. Мне, допустим, даже сделали замечание о том, что я ремешок, не этот, а именно от Galaxy Watch 4, застегиваю сюда. Они говорят, так же неудобно. А вот верите, нет. А мне вот так удобно, а не сюда, наоборот. Поэтому тут, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Между часами, дорогие друзья, также существует разница в материалах корпуса. Watch 4 Classic выпускается в корпусе из нержавеющей стали, в то время как преемник Active 2 имеет корпус из алюминия. И хоть большая часть часов на рынке выпускается именно в алюминиевом корпусе, я рекомендую вам присмотреться к стали. Часы часто собирают углы в доме, а разбить стекло в первые месяцы после покупки будет очень обидно. Тем более сейчас, допустим, стальная версия часов Galaxy Watch 4 Classic стоит дешевле, чем Galaxy Watch 3 на целых 5000. Вот здесь и начинается первое отличие от Apple Watch, где все в кучу. Если Samsung предлагает нам две модели, одну для спорта, другую для классики, то в Apple предлагают одни часы на все случаи жизни. Спорт Apple Watch, не спорт тоже Apple Watch. Можно, конечно, сказать, что часы от Apple являются универсальными, но если вы занимаетесь спортом, то не думаю, что Apple Watch будет разумным решением. Все функции Apple Watch так или иначе связаны с приложением здоровья на iPhone. Об этом в Apple активно говорят на каждой презентации уже с утра. Вас будет тревожить приложение «Активность», которое попросит закрыть все кольца раз в день, даст о себе знать дыхание с ежедневными медитациями. В общем, часы не для всех. Кроме того, все Apple Watch в России представлены исключительно в алюминиевом корпусе, что, на мой взгляд, не обеспечивает должной защиты, а носить часы в чехле для многих кажется полным абсурдом. Для меня точно. А теперь контроль здоровья в Galaxy Watch, где
Компания Samsung вырвалась вперед. Как бы Apple не хвалили свои новые функции, с часами Samsung им пока тягаться рано. Конечно же, как я уже сказал перед этим, это чисто мое субъективное мнение на основании интернет-данных. Корейцы в последние годы вообще делают очень хорошо. И функции контроля здоровья здесь не исключение. Вместо того, чтобы пихать огромное количество датчиков, они сделали всего один. Зато какой, а? Какой! Он получил название Bioactive 3 в одном. 3 в одном. Как кофе 3 в одном, да? Новый сенсор используется для измерения сразу 3 показателей. Пульса с помощью оптического датчика сердечного ритма, ЭКГ, а также биоимпедансного анализа, позволяя пользователю контролировать уровень артериального давления, выявлять мерцательную аритмию, измерять насыщение крови кислородом и впервые определять состав вашего тела. 3 в одном. Совершенно новая функция предназначена для анализа тела. Позволит вам получить более глубокие представления об общем анализе здоровья. Состав тела легко проверить, всего лишь приложив 2 пальца к кнопочкам. Все. Ключевое здесь контроль артериального давления. В то время как Apple уже давно не добавляла новые фишки контроля за здоровьем, Samsung делает это регулярно, но есть некоторые ограничения. Для обеспечения точного измерения артериального давления необходимо калибровать устройство каждые 4 недели с помощью тонометра с манжетой. Да, с помощью именно медицинского прибора. Приложение не диагностирует гипертонию и другие заболевания, а также не определяет наличие признаков сердечного приступа. Оно не может заменить традиционный метод диагностики и лечения у квалифицированного медицинского работника, говорит Samsung на своем сайте. Ну, в принципе, это так и есть. Повышение давления, как ни странно, одна из глобальных проблем со здоровьем не только в России, но и в мире. По данным ВОЗ, гипертониками являются 1,28, прикиньте, миллиарда взрослых в возрасте от 30 до 79 лет во всем мире. Это ж ужас какой-то. Причем интересно, что 46% взрослых с гипертонией не подозревают о наличии у себя заболевания. Никакой новый сервис Fitness Plus по своей важности не сравнится с технологией от Samsung. Так что это весомый аргумент для покупки Galaxy Watch. Все это очень круто, но все же есть некоторые нюансы. Samsung также не дураки и понимают необходимость развития своей собственной экосистемы. Для качественной работы всех функций мониторинга здоровья вам будет необходимо скачать приложение Samsung Monitor Здоровья, которое доступно только на телефонах Galaxy. Но благодаря новаторам, которые есть на сайте XDA, это англоязычный сайт, а также FOPDA, это уже русскоязычный сайт, там есть ребятушки, которые сделали модифицированные приложения, и вы легко сможете их установить на любое устройство. Я имею в виду Android устройство, смартфон. И все-таки добиться того, что ваши часы Galaxy Watch 4 будут измерять и давление, и ЭКГ, и состояние тела. Все это есть на сайте 4PDA, а также на моем канале в видосиках, в подробных инструкциях. Сколько Galaxy Watch 4 держит зарядку? Что касается технических характеристик, то здесь, на мой взгляд, часы сравнивать просто бессмысленно. Серия Galaxy Watch 4 имеет процессор Exynos SOS, который обещает быть производительным на 20% предыдущей линейки Galaxy Watch. А Apple Watch 7 хоть и имеет прошлогодний S6, уровень его с лихвой хватит на все задачи. Если брать автономность часов, то здесь у Samsung есть большое преимущество. По заявлениям компании, часы будут работать до 40 часов при интенсивной нагрузке, в то время как на Apple Watch 7 этот показатель будет в среднем варьироваться около 18 часов. Однако, при всех включенных датчиках часы проработают только сутки. Я сейчас говорю о Galaxy Watch 4. А вы пользуетесь умными часами? Какие кажутся вам более привлекательными? Свое мнение предлагаю выразить в комментариях ниже под этим видосиком. А также есть канал Galaxy Watch, телеграм-канал, который работает круглые сутки. Дорогие друзья, вот такое мое субъективное мнение. Как вы думаете, какие ваши интересы? Насколько, как вы думаете, это правильно вообще, мое личное мнение? Ну, комментарии
Я буду очень признателен вам и обещаю, что прочитаю каждый комментарий, который вы напишите лично. Спасибо вам за ваше внимание. Вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, только в том случае, если мои видео были для вас полезны. До свидания, всего доброго и до новых встреч.